привет! У нас уже суббота, 6 утра, до автобуса 10 минут. Вот теплый на улице, и, если честно, я совершенно не выспалась и уже не хочу никуда ехать. От слова совсем. Оно так всегда. Накануне горы сверну, а потом день наступает, и мне так не хотелось вставать. Я поспала, не знаю, наверное, часа 2, наверное, всего лишь. Очень надеюсь на то, что я раскочегаюсь. Вот, и состояние придет в норму. Все-таки неделя была, да какая неделя, уже, слава богу, месяц уже вот такой вот прям вообще не высыпной. И поэтому хочется только одно – спать. Опаздывает наш автобус почему-то. У меня, кстати, в приложении написано, что все по графику, все по расписанию, а оно нифига. Молодежь вся вообще, походу еще вообще, даже еще и не ложилась. Вон там и валяются, еще хочешь, смотрите, прям отдыхают на платформе. Благо теплый, очень тепло. Вот это наши, сразу видно, видите, в красной панамке с коноплей. Мужчинки наши. Мы уже приехали. Тут такие лабиринты. Мама дорогая. И это только автостанция типа. Послушайте, ну здесь, конечно, немножко другой мир. 12-я нам сюда. Чисто, очень-очень чисто, да. Ну, приехали мы уже. Вот вокзал. Очень быстро ходит спринтер с автовокзала. Буквально 3 минуты. И мы уже как бы с этого места, от вокзала, вот, толпа идет. Нам, походу, нужно идти за толпой. Вон туда. До центра 800 метров. Вот этот от вокзала идут с левой стороны все причалы. Можно взять кораблик, или как это называется здесь, вот канал Турс Амстердам, и взять экскурсию. Я не знаю, сколько здесь по времени, разное, наверное, есть, я думаю, на полдня, есть и на час, ну, как всегда. И посмотреть город вот с воды, да, так сказать. Ну, вообще все по-другому. Вообще все по-другому. Хотя, вот наша часть, там, где мы живем, Фландрия и Нидерланды, раньше они были вообще одной страной. А потом же Бельгия взерепенилась, ну, наша часть. Устроили там какую-то там революцию, революцию, или там, ну, короче, отсоединились. Ну и вот. Визитная карточка Амстердама, вот такие вот домики. Мы сейчас до них дойдем. Мы сейчас обязательно посмотрим. Вот какие сувениры здесь продают. Что нужно везти домой. Ой, а вверху посмотрите, вообще милота. Вот он, самый Королевский дворец. Площадь Дам. Ну, мы как приезжаем, обычно всегда реставрация везде. Вот так здесь все выглядит. Девочки, потому что меня поймут сейчас только девочки. Вы посмотрите на эту роскошь. Это искусственные цветы дома поставить в вазон. Вы вообще посмотрите на эти цвета. Это просто произведение искусства. Я не знаю, с чего это сделано. Не буду трогать. Разные цены. 15 евро есть. Вот те белые там 9 евро. Ну, в основном 15. Это сухоцветы. Но они меня не так впечатлили, потому что вон такие есть. Но эти цветы, вот этот цвет пудровый, разный, темно, светлее. Я уже пришла в себя, и мне уже очень нравится.
Я не жалею, что приехали, потому что утром у меня такое было какое-то настроение, везде темно. Я вообще не выспалась, думаю, боже мой, зачем я туда еду? Что я там не видела, ну плюс-минус нет. Все. Каждый город, он особенный. Каждый город имеет свою какую-то атмосферу, свою душу, свое настроение, внешность свою. Вот, поэтому, конечно же, я сейчас очень рада, потому что я нахожусь в своей стихии. Вот. Я в новом месте. Это интересно. Вот, это красиво. Тут Валерий наш где-то потерялся. А вот магазин, где продаются оригинальные лабубу. Или лабубу, или лабубу, как там правильно. Ну, вот этот магазин. В общем, как мы сделали. Дашуня научила нас так. По Парижу спрашиваешь у чата GPT все достопримечательности. И потом показываешь свое местоположение. И просишь чат GPT выстроить их по очереди, чтобы не возвращаться, не бегать по кругу, знаете, а чтобы от одного к другому, чтобы время распределить. Вот. И вот у нас сейчас по пути цветочный рынок. Ну, Нидерланды же славятся тюльпанами. Вот. И это рай цветочный. Сейчас я вам покажу. Вы когда-нибудь видели в своей жизни такое? И это, я думаю, это еще не самый большой магазин. Посмотрите. Ну, здесь и аромат, конечно же, цветов. Здесь же можно купить, видите, и луковицы разных сортов. Я думаю, это для садоводов-любителей просто рай. Просто рай. Сколько семенов разных. Сколько семенов тюльпанов разных. Не только тюльпанов. Такие интересные сумочки в виде тюльпанов. Там все, получается, лепестки на кнопочках раскрывается и получается довольно-таки вместительная сумочка. Множество цветов. Есть даже вот такие вот в крапинку. Какой фарфор. Ой, а вот этот магазин очков, которые я покупала в Амстердаме, господи, в Антверпене. И да, я читала потом про этот бренд, то что создатель именно сам живет в Амстердаме, и что родина этого бренда в Амстердаме, что он сам это все моделирует, дизайнер, в общем, производство, все это именно здесь. И вот этот магазин. Мы сейчас направляемся на Музейную площадь, там, где находится музей Ван Гога. Марк очень хочет туда попасть. А сейчас мы проходим через музей европейских искусств. И, конечно же, самые оживленные какие зоны? Шопинг и фуд-зоны. Музей Ван Гога. Так интересно, музейная площадь в прямом смысле. Это не прям площадь, там, где музей на музее, а вот такой вот большой парк, огромная парковая зона. Посмотрите, как в Англии. Вот такой прям огромный газон. Здесь прямо с собачками гуляют. И вон какие-то вот спортивные там активитеты у
молодежи, и просто люди сидят, отдыхают. Но сейчас влажно, снимают видео, блогеры. Ну, конечно, атмосферно, и так просторно, и очень чисто. И обстановка такая, знаете, именно отдыхающая. Посмотрите. Мы вчера просто кинулись уже поздно вечером, и билеты уже были выкуплены. Вот сейчас подошли, пытаемся там как-то там с охраной поговорить, чтобы купить, ну, как бы за наличные. Не знаю, как получится, не получится у парней, у моих. Но Марк очень хотел попасть, очень-очень именно в этот музей, но я не знаю, почему так получилось. Вчера уже были билеты выкуплены. Ну, вы знаете, вот есть большой экран, и там демонстрируют, ну, многие его работы. Можно посмотреть. Очень обидно, конечно, но не идут ни на какие условия, ни на какие. Не купить за наличку, ничего. И уже вчера вечером невозможно было, перечеркнуто 20 число, и все. То есть такие вещи, тем более на выходные, нужно бронировать заранее. Но мы с бухты-барахты решили. Мы вот только сразу купили билеты вообще на автобус. Вот, и вот сразу начали, и уже было все, конечно, раскуплено, потому что на улице теплый сентябрь, понятное дело, суббота, и такие места все, конечно, любят посещать. Красота, ну посмотрите, какая красота, какая работа, обалдеть. Продаются работы, вот холст, 1,65, 2, 115. Сами дома натягивайте, ну, это чтобы удобно было туристам везти домой, потому что, понятное дело, с рамками ни в один чемодан не влезет, а так сложила, дома это все прекрасно натянул. Решили выйти с положения, купили Марку футболку там черную, именно с Ван Гогом. Я купила себе вот такой вот, хочу на черном холодильнике, чтобы у меня был один магнит, вот такой вот Амстердам, будет красиво. И Марк хочет чашку себе еще с подсолнухом. Сейчас вам покажу, какую вот такую вот футболку мы взяли. Ну, классная, правда. Мне понравилось. И вот смотрите, какие здесь еще красивые чашки. Есть кошелечки, ну, в общем, всякая ерунда. Но, ну, правда, очень симпатично. Марк вот такую взял чашку. Какая красота. За 9 евро. Город велосипедов. Я думала, у нас тоже в Бельгии, да, ну, как бы, город велосипедов. Но вот здесь я скажу, это как-то вот по-другому. Когда мне писали, я как бы говорила, ну, здесь тоже у нас сплошные велосипеды, сплошные вот эти вот самокаты, но здесь по-другому. Здесь более как-то вот элегантнее, здесь более дисциплинированнее, как-то это все выглядит совсем иначе. Все на чили. Вообще, Европа – это просто про отдых, про удовольствие. Ну, я имею в виду в их среде, в их менталитете. И пусть весь мир подождет. Наверное, это правильно. Слушайте, ну посмотрите, какой манго. Это вообще, я еще видела, такого еще не видела. 2 евро стоит штучка. Вообще недорого. Авокадо. Посмотрите, какой авокадо. 1 евро 50, по-моему. Возле азиатской кухни всегда очередь, всегда и везде. Интересно, мне кажется, это с рисовой муки, да? Или нет?
Ну, Валерий нас затащил на рынок. Это знаменитый рынок. Я вам напишу название, как он называется. Здесь все. И еда, и одежда, и сувениры, и украшения, и цветы. Ну, в общем-то, как и положено ярмарке и рынку в выходной день. Тем более в таком колоритном, атмосферном месте. Видите, тут прям все вперемешку. И вкусности, и специи, ну, в общем-то, все. Но уже накрапывает дождь. По прогнозу был дождь, да, поэтому нас это не удивляет. Маркуша с сувенирами. Валерыч в поисках столика и заведения. У каждого свое. Кино. Не дошли мы до того места, куда мы хотели. Дождь просто припускается. У нас один зонт. Посмотрите, у меня вся одна половина мокрая, потому что держала над собой, над Марком. Валерыч одел дождевик. Правильно сделал. В общем, зашли тут... Вот, морепродукты, мальчики пошли там что-то заказывать. Ну, не знаю, насколько долго дождь, но будем надеяться, что он скоро закончится, потому что не очень комфортно ходить гулять под дождем. Вот это вот тоже визитная карточка, селедочка. Вот это жареная рыбка. Картошку не брали, потому что это слишком сытно будет, но дождь продолжается. Как вам сказать? Вот так вот. Сейчас это выглядит. Ну, вот такая вот история. Показывает часа на 2. Типичный Амстердам. Типичные Нидерланды. Вот это вот и Даша рассказывала. Пробыла, по-моему, неделю она говорила. Была в Амстердаме и, говорит, практически ничего не видела. Потому что постоянно шел дождь. И посмотреть город было просто нереально. Ну, правда, такую погоду, ну, куда ты сильно будешь ходить гулять? Смотрите, тут не оплатив, не зайдешь. Вход в трам, смотрите, видите? Нужно ли билет отсканировать или оплатить, и потом только, как в метро, открываются двери. Мы решили все-таки, наверное, возьмем кораблик. Ага. И они с крышей. И проведем время, посмотрим. Вот с другой стороны на город. Потому что ну, так ходить бесцельно под дождем, конечно, сложно. Вот цены. Старшие 13, 14,50, 4 до 12, 10,50, до 4 бесплатно. Ожидаем, пока немножко людей прибавится, чтобы не пустым кататься. Что ты будешь? Напитки предлагаю. In my carpet, pushing it under my tables, in the corners of my historical boats. Second rule, everybody got a phone. One of the best hotels here in Amsterdam. It is All these old buildings that you see around you are built on wooden poles. These poles go deep, 8. Рассказывают особенности архитектуры. Очень большие окна и маленькие двери. This is a nice neighborhood, right? I could live here.
Interested for a summer house? Het heeft zo lang geduurd, omdat we moesten graven onder de oude stam. My buddy used to train the army for Krav Maga, so this guy he knocked on the right house. My buddy got a wife, 3 kids, so he was a bit protective. Ну что я могу сказать? Произошла стандартная для меня ситуация. Где бы я ни была, в какой бы я группе, компании ни ехала, ни присутствовала, обязательно в последний момент зайдет кто-то с маленьким ребенком и сядет рядом. И я это говорю вообще, никого я не осуждаю, просто констатирую. Всю прогулку зашла пара, потом с 2 маленькими детьми, сели у нас сзади, были сиденья свободны, и всю дорогу ребенок проорал, всю дорогу. Мы не слышали толком ни сопровождение диктора, ну, аудио, вот этот вот рассказ, ничего. Мы вышли с вот такой головой. Самое интересное, что я вообще не понимаю, эти родители тоже не получили удовольствия. Они ничего сами не слышали, они не давали людям слушать. И это не только мне не понравилось, или нам. То есть все люди сидели, оглядывались полностью, весь, никто ничего просто не слышал, не понял, и все слушали только ор. Это просто, я вообще не пойму, почему я это привлекаю, и где бы я ни была, на пляже, в самолете, где бы ни было, всегда с маленьким ребенком сядут именно возле меня. Я не знаю, как мне это принять, и как мне этот момент решить с собой, чтобы я это больше не притягивала, я не знаю. Это просто какая-то катастрофа, честно. Ну, одно то, что хоть закончился дождь, пока, уже радует. Ну, я вам покажу очередь здесь. А, уже очередь рассосалась. Знаменитая здесь вафли сделают, прям старая какого-то там года вафельница, так сказать. Здесь очередь только что вообще громезная, как за Лабубу, за вот этими. Здесь очень большая очередь. К слову, вафли здесь совершенно другие, нежели в Бельгии. Они здесь и плоские такие, видите? Вот такие вот. Ну, как-то тоже с разными начинками. Но не толстые, как у нас. Видите, какие? Какой симпатичный книжный магазин. А запах, этот запах книг, он волшебный. Ты будешь лапустой? Нет, не хочу. Здесь прям селедочные. Посмотрите, вот так вот подается. Прям отдельно стоящие. Ну, прям в туристических местах. Можно с картошкой. Очень вкусная селедка, конечно. Можно в хлебушке это все взять. Можно отдельно просто на тарелочке, вот как показано. Ну, с луком и с огурцами. Это просто что-то. Вы посмотрите, это извращение просто какое-то кондитерское. Обалдеть просто. Так, ну что, нашли по совету чата GPT. Это традиционное голландское кафе. Вот прям с хорошей такой голландской кухней. Оно на самом деле забито. Все столики, которые пустые, они зарезервированы. И очередь стоит на улице. Мы минут 20 ждали. Вот. И вот, сделали заказ. Сидим в предвкушении. На самом деле очень атмосферно и уютно, и по-домашнему. У меня традиционный гороховый суп. Голландский. Вот, с беконом, с гренками. Прям это одно из фирменных блюд. У Валерыча тоже вот это вот тушеная говядина, пюре, потом тушеная, что это, капуста, да? Или свекла? Свекла. Да, ну, открой нам говядину, покажи свою. Вот она так выглядит. Она тушеная с чем? С капустой или просто говядина? Просто тушеная. Просто тушеная. Вот так подается. Марку еще не принесли. У него там этот стейк с картошкой, да? Стейк с картошкой. Овощи он отказался. Да. Ага, вот. Тут и Марку подоспела. Вот у него такой стейк
картошка, да, грибы. Выглядит очень аппетитно. И такой прям эмоциональный, такой приятный бармен, нонный бармен и официант, они здесь все вместе. Щетки, прибаутки. Ага. Ага. Enjoy. Thank you. Это очень вкусно. Это так вкусно. Я вам просто даже писать не могу. Казалось бы, обычный гороховый суп, но он реально очень вкусный, насыщенный. Произведение просто кулинарного искусства. Приближаемся к кварталу красных фонарей. Там очень оживленно, очень, прям очень чувствительно идем. Прям там такая толпа людей и так шумно. Я надеюсь, там все в разумных пределах, потому что мы все-таки идем же с ребенком, хоть и взрослым, но с ребенком. Ну, в общем, да, тут секс-шопы, магазины, бары, вся ерунда. Ничего, ну, в принципе, мне не надо ничего было особенного, ну, просто так для общего развития. Посмотреть, посмотрели. Ничего такого прям особенного. Сейчас эти улицы в каждом городе, походу, присутствуют. Поезда, конечно, прекрасные. Это Интерсити уже считается, идет в Роттердам. Это второй класс. Не знаю, какой у них первый класс, но достаточно, видите, ну, немного рядов, немного, не по 3 нет сидения. Вот, огромный туалет, вот это все вот туалет. Очень комфортно. И идет, тихо-тихо идет. Прям мягко-мягко. Не громыхает, не трощит. Первый класс красные сиденья. Там что-то вообще пусто.